Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаем задачи лид-кода и готовимся к собеседованию. Сегодня задача номер 2265. Посчитать число узлов дерева, таких же, как средние у поддерева. То есть нам дан корень бинарного дерева. Надо вернуть количество таких узлов, значение которого равно среднему значению его поддерева. Среднее значение поддерева — это сумма элементов в левом и правом дереве, а также самого узла. При подсчете среднего делим сумму всех значений элементов на их количество, округляя до целого числа в меньшую сторону. Так, попробуем решить эту задачу, как и большинство задач, связанных с деревьями, рекурсивно. Что нам нужно? Давайте попробуем завести некую функцию, которую будем вызывать. То есть по ходу решения разберемся, что мы можем сделать. То есть, допустим, у нас будет нода, и эта функция будет вычислять следующие действия. То есть нам нужно понять среднее значение элементов, а также нам нужно узнать результат. То есть мы получаем среднее значение поддерева, сравниваем его со значением текущего узла. Если они равны, то прибавляем единицу. Так, что нам может понадобиться? Для вычисления среднего значения будем использовать две переменные. Одна из них — это количество элементов, а вторая — сумма значений. То есть заведем переменную count, в котором пишем 1, так как мы пока считаем только сам узел. Значение суммы запишем как total. Это значение равно значению самого узла. Так, и заведем также переменную для нашего ответа. По умолчанию это 0, так как мы еще не получили результат под дерево. Теперь, чтобы получить среднее значение у поддерева, надо для начала получить значение total и count у каждой ветки, левой и правой. Проверяем, что у текущего узла есть левая ветка. Если она есть, то получаем значение, сохранив переменную helper. Рекурсивно вызываем функцию helper от значения левого узла. И обновляем все три переменные. Соответственно, по индексу 0, 1, 2. Так. И аналогичным образом поступаем с правым деревом. То есть, если оно не пустое, рекурсивно получаем сумму и количество элементов этого поддерева, а также результат для всех его вложенных узлов. Теперь нам надо получить значение результата для текущего узла. Для этого значение текущего узла сравниваем со средним. Средний — это total, деленный нацело на количество. Если это значение среднего равно значению текущего узла, то увеличиваем ответ на единицу. И последнее, нам надо вернуть все три элемента. То есть возвращаем count, total и наш финальный результат. Теперь нам только остается это все вызвать.
для нашего корня. То есть вызываем helper, root. И обращаем внимание, что наш ответ находится по индексу 2. То есть первые два элемента это количество и сумма. То есть возвращаем индекс 2. Попробуем выполнить тесты и посмотрим, не совершили ли мы какую-то ошибку. Так, что-то не так. Смотрим, в чем может быть проблема. Как минимум проблема в том, что внутри левого и правого дерева надо значение прибавлять. То есть мы собираем итоговые значения от текущего элемента и значения из правого и левого под дерево. Теперь попробуем выполнить еще раз. На этот раз тесты прошли. Попробуем отправить решение. Решение принято. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.